Ко времени появления на музыкальном небосклоне группы Queen мир уже болел битоломанией, фанател от бунтарей Rolling Stones и философов Pink Floyd. Однако это не помешало Квинам поймать волну и зажечь свою звезду. Но кто из любителей музыки не знает их выдающихся композиций, которые сделали группу Queen культовой и эталонной? Начиналась история группы со студенческого коллектива, в котором играли слушатели колледжа искусств в Иллинге Брайан Мэй и Тим Стаффл. В далеком 1967 году, увлекшись творчеством своего соотечественника Джорджа Оруэлла, они дали название своей группе в честь его знаменитого антиутопического романа 1984. Удивительно, но первое время группа существовала без ударника и вокалиста. Однако вскоре в коллективе появился человек по имени Тим Стаффл, одноклассник Мэя. Именно он впоследствии будет исполнять песни группы 1984. В течение года, с момента своего образования, группа давала небольшие выступления. В основном это были любительские вечера с минимальной платой. Но уже в начале 1968 года Брайан решил распустить новоиспеченный коллектив. Видимой причиной была большая учебная загруженность. Однако решение Мэя покинуть группу не было продиктовано только этим. У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи. К слову, в репертуаре группы были в основном каверы на песни других рок-групп. Свой материал группа не писала, и это не давало ей двигаться дальше. Именно поэтому в 1968 году история этой группы пришла к своему логическому завершению. Преподаватели колледжа души не чаяли в своем способном студенте Мэе. Никому даже в голову не приходило, что из него может получиться и великий музыкант. В нем видели выдающегося ученого-физика. Брайан пытался отдавать все свои силы учебе, однако быстро понял, что не может жить без музыки. Так что появление нового проекта было вполне логично. Вместе со Стаффлом он создал группу, которая должна была быть противоположностью предыдущей. В группе не было ударника, поэтому друзья поместили объявление на специальной доске в Королевском колледже Великобритании. Группа ищет барабанщика, играющего в стиле Митча Митчелла и Джинджера Бейкера. Им заинтересовался Роджер Тейлор, студент-стоматолог, свободное от учебы время, игравший на барабанах и горевший желанием стать частью какой-нибудь крутой группы. Мэй и Стаффл, заинтересовавшись кандидатурой Тейлора, назначили ему встречу. Минуя всякие формальности в виде официальных утомительных прослушиваний, все трое поняли сразу, что нашли друг друга. Новую группу назвали Smile. В основном написанием песен занимались Мэй и Стаффл. Это происходило либо в соавторстве, либо индивидуально. Смайл удалось даже выступить на разогреве у Pink Floyd. Глотком свежего воздуха для группы стало выступление в знаменитом Royal Albert Hall. Этот концерт давал шанс пробиться в мир славы и успеха. Однако ребята недолго радовались, у них не было подходящего оборудования, а выступать в таком зале с допотопными усилителями было неуместно. Ситуацию исправил Тим Стаффл. На Иллинг-Роуд как раз открылся новый музыкальный магазин. Мы заходили туда время от времени, поигрывали на гитарах и доставали хозяина вопросами, не собираясь при этом ничего покупать. Незадолго до концерта я подошел к этому парню и сказал ему полушутя, полусерьезно, что было бы здорово, если бы он предоставил нам для выступления кое-какие инструменты, а мы бы, в свою очередь, сделали хорошую рекламу его заведению. И надо же, он согласился. Так мы заполучили на вечер классные усилители.
И все же неприятности были. На первой же песне шнур от гитары Стаффова выскочил из гнезда усилителя. Музыка оборвалась. Однако команде удалось сосредоточиться и выступить с большим успехом. Кстати, это выступление было записано на пленку в виде немого кино, и это первый записанный выход группы, во время которого два будущих участника Queen были на одной сцене. Казалось, группа сформирована и оставалось только писать собственный материал и продвигать его в массы. Но тут на горизонте уже показалась худая, длинноволосая фигура Фаруха Булсары, любившего называть себя Фредди. Он, как и остальные участники Smile, был студентом. Тим Стаффл сразу обратил внимание на импозантного юношу, в котором кипела энергия и желание быть рок-музыкантом. Фредди не терял времени даром и некоторое время выступал с другой группой, но не упускал из виду Smile, в которой спустя некоторое время начался разлад. Тиму надоело играть рок-музыку, поэтому он покинул группу. Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока, так что у меня были свои причины уйти. Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет. Майк Гроус, басист, игравший в Queen до Джона Дикона, вспоминает. Брайан и Фредди вместе писали песни. Почти все из них вошли в дебютный альбом. Все трое пели очень неплохо. Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться к группе. Брайан и Роджер отстаивали каждую свою точку зрения. Кое-какие мысли высказывал и я. Но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов. Кстати, первый раз слово Queen прозвучало, когда мы все торчали в саду возле дома. Почему именно такое название? По словам Фредди, оно звучит одновременно просто и торжественно. Такое название легко запомнить, и к тому же оно очень сильное, даже несколько помпезное. Ярким событием в жизни участников группы стал их первый концерт, сыгранный в новом составе, который состоялся 27 июня 1970 года. После этого выступления Фредди решил взять себе псевдоним, ведь будучи рок-музыкантом, он нуждался в ярком сценическом образе. В поисках псевдонима Фредди обратился к римской мифологии и в честь посланника богов Меркурия выбрал себе новую фамилию. Теперь вокалиста Queen звали Фредди Меркьюри. Кстати, не забудьте подписаться, если еще не подписаны. И помните, что всю музыку из роликов я собираю в своей группе ВКонтакте. А если вам нравится то, что я делаю, знайте, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, подпишитесь и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Басист Майк Гроус ушел из группы. Его место занял Барри Митчелл, знакомый Тейлора. Но вскоре он также покинул Queen, не чувствуя себя частью команды. И снова возник вопрос о поиске нового басиста. Брайан, Роджер и Фредди стали чаще посещать разные концерты. Как оказалось, не зря. На одной из музыкальных вечеринок троица познакомилась с молодым человеком по имени Джон Дикон, который слышал, что Queen нуждается в басисте. И как и в случае с Тейлором, обошлось без скучного прослушивания. Вместо этого великолепная четверка сыграла импровизацию в стиле блюз. Роджер Тейлор впоследствии вспоминал, насколько все были потрясены манерой исполнения Дикона. Мы решили, что он классный парень и вдобавок потрясный музыкант. Решение было единогласным. Лучше Дикона никто не сможет играть песни Queen. Работа над первым альбомом группы продолжалась с 1971 по 1973 годы. Он стал золотым, однако международного признания не получил. Не теряя времени, группа начала записывать свой второй альбом.
И уже 1 марта 1974 года Queen без разогрева открыли собственное турне. Разумеется, это стало самым важным событием для группы. Но это было чуть ли не единственным плюсом. Турне обернулось сплошной неприятностью. Из-за многочисленных кошмарных беспорядков, устроенных студентами, группа, завершив турне, отказалась впредь выступать в студенческих городках. Но как бы то ни было, это турне стало дебютом группы, вместе с которым пришел опыт. Сцена — это не только рок-н-ролл и громкий звук. Это еще и место, где случаются большие неприятности. Именно во время этого турне зародилась традиция исполнять в конце каждого концерта национальный гимн Великобритании. Толчком к этому послужило то, что во время одного из выступлений зрители в ожидании выхода группы сами запели хором «Боже, храни королеву». Это вдохновило участников группы на дальнейшее использование гимна в завершении любого своего выступления. 1975 год группа начала, пожиная плоды своего первого коммерчески успешного альбома, выпущенного в конце 1974 года, и еще более успешного сингла из него «Killer Queen». Судьбоносный хит группы, впервые выведший ее из-под обстрела ядовитой критики прямиком на второе место британского хит-парада. Это сейчас кажется, что песня звучит как классический Queen, а тогда даже самим музыкантам она казалась необычной, далекой от привычной музыки, которой они исповедовали. Песня была решена в старомодном водевильном ключе с мелодическим многоголосием. Как говорил Меркури, это один из тех номеров, которые предполагают шляпы-котелки и черные подтяжки. Также это был тот редкий случай, когда Меркури написал текст прежде музыки. Осенило его ночью, поэтому он нацарапал что-то в темноте, а на следующий день уже сочинил мелодию. Когда-то я думал, что речь в песне идет о какой-то королеве-убийце. Однако на самом деле текст повествовал о шлюхе самого высокого полета, неком прообразе Маты Хари. Недаром в тексте упоминаются политики, в данном случае Хрущев и Кеннеди. Поэтому точнее, наверное бы, стоило перевести название песни как «Королева, сражающая наповал». Недаром псевдоним Killer Queen взяла себе чемпионка по женскому боксу Сьюзи Кентикян, но героиня песни все-таки один раз цитирует настоящую королеву Марию Антуанетту, а именно употребляет ее коронную фразу «Ну так пусть едят пирожные», которая накануне французской революции была образцом то ли наивности, то ли клинического идиотизма, ибо представляла собой ответ на жалобу, что у крестьян нет хлеба. Говорят, изречение королеве приписали, но общую пропасть между народом и властью фраза выражала весьма наглядно. До сих пор самым значимым альбомом в истории группы считается сборник «Ночь в опере» и композиция «Богемная рапсодия», а не «Богемская», как об этом часто ошибочно упоминается в литературе, посвященной группе Queen. Только в одной Англии его продали больше 1 000 000 копий. По английским стандартам это 4-жды платиновый диск. Никто из критиков не верил в успех 6-минутной рок-композиции, ведь стандартная песня звучала вдвое меньше. Сочетание фолка, рока, оперы и поп-музыки обеспечили бессмертие этой песни. Подводя итоги тысячелетия, общественность назвала эту композицию лучшей песней второго тысячелетия. Даже клип, снятый к этой музыкальной вещи, британцы признали лучшим за все времена. Open your eyes, look up to the skies and see. Сам альбом записывался с августа по ноябрь 1975 года в 7 студиях с применением самой современной на тот момент студийной техники и стал самой дорогостоящей записью своего времени.
Название позаимствовано из фильма «Ночь в опере», одной из лучших кинокомедий знаменитых американских комиков 30-х годов братьев Маркс. Кстати, во многом определивший соответствующий имидж группы вплоть до начала 80-х. Запись «Ночи в опере» отличалась очень оригинальным саундом. Объяснялось это множеством факторов, в частности сложнейшими техническими решениями с многократным полифоническим наложением записи и соответствующим звучанием инструментов. В первую очередь это казалось великолепной гитары Брайана Мэя, сделанной им своими руками из редких пород дерева-облицовки старинного камина. Подобно братьям Маркс, Квины работали над своей «Ночью в опере» долго и кропотливо, отложив гастроли, выступления, участие в шоу и интервью. Перед музыкантами стояла нелегкая задача – соединить в одно целое 3 разных композиции – балладу, оперную часть и хард-боевик. Каждая из них могла бы стать отдельной добротной песней, но вместе они превратились в нечто особенное. Продюсер записи вспоминал, что за время работы над песней можно было бы записать целый альбом. Работа длилась около месяца. При этом где-то неделя ушла только на запись вокальных партий, число которых доходило до 180. Профессиональный художник Фредди Меркьюри изобрел логотип группы еще во времена первого альбома, но на сей раз он доработал его в цвете и поместил на лицевую сторону обложки. Ныне знаменитый герб представляет знаки зодиака всех членов группы: раскинувший клешни краб Брайана Мэя, знак зодиака Рак, 2 феи Фредди Меркьюри, знак зодиака Дева, и 2 льва Джона Дикона и Роджера Тейлора, родившихся под созвездием Льва. На заднем плане изображен Феникс, символизирующий бессмертие и воскрешение. Когда пришло время выпустить предшествующий альбому сингл, Меркьюри выбрал «Богемную рапсодию». Все вокруг говорили ему, что она не годится для сингла. Конечно, ведь длина трека почти 6 минут. Кто это станет слушать? Дескать, не формат. И вот тут-то Меркьюри и сделал ход ферзем, вручив запись своему другу, лондонскому радиодиджею Кенни Эверетту. Эверетт пошел еще дальше и стал тестировать, крутить в эфире сначала кусочки песни, интригуя слушателей, ну а потом врубил и целиком. Дошло до того, что песня звучала в эфире до 14 раз в день. Эстафету подхватили другие крупные радиостанции. Появившись в продаже, сингл немедленно скакнул на первое место в британском хит-параде, продержавшись там рекордные 9 недель. Теперь настало время представить свой хит на телевидении. В Британии для этого существовало специальное шоу Top of the Pops. Однако вышло так, что группе надо было срочно отправляться на гастроли, и тогда музыканты решили вместо себя послать на ТВ видеоролик. Сказано, сделано. 10 ноября 1975 года группа явилась в студию к режиссеру Брюсу Гауэрсу. Режиссер вспоминал, что это эпохальное видео, которое иногда называют первым настоящим музыкальным клипом, было отснято всего за 4 часа. Музыканты стремились быстрее отправиться в бар и до ТВ-трансляции даже не видели, что из всего этого получилось. Ролик обошелся группе в 4500 фунтов и представлял собой микс из сценического выступления группы и студийных съемок. Видео открывалось эффектной мизансценой, известной еще по обложке альбома Queen 2, расположенной ромбом лица музыкантов, которые как бы выступали из тьмы. Гауэрс постарался использовать в клипе все доступные на тот момент спецэффекты. При этом создавались они не во время редактирования, а непосредственно в процессе съемки. Например, расслоение лица достигалось, когда камера направлялась прямо на монитор, а сотовое изображение получалось с помощью специальной линзы.
Сам режиссер никакого восторга от своей работы не испытывал. Зато зрителям она страшно понравилась. Конечно, «Богемная рапсодия» не была первым видеоклипом в истории, но, безусловно, стала важной ступенькой, приближающей эру MTV. Кстати, лично мне жалко, что песня заслонила собой другую прекрасную композицию альбома, песню «Пророка», авторства Мэя, которая тоже имела хоровую середину с летающими из колонки в колонку голосами. Текст, как и музыка, был грозным и обличающим стиль библейского пророка Исаии. Кстати, сначала именно песня «Пророка» рассматривалась как претендент на сингл, но позже посчитали, что «Рапсодия» и получше, и покороче. Ведь песня «Пророка» вообще самая длинная песня группы, она длится 8 минут 17 секунд. Следующий альбом был раскритикован в прессе. Однако это никак не помешало ему занять первое место в хит-параде страны, а песня «Somebody to Love» добиться статуса мега-хита. А вот на альбоме News of the World были два мощнейших гимна, известных практически каждому. Когда сингл We Will Rock You и We Are The Champions вышел в продажу, New Musical Express язвительно написала: «Звучит так, будто специально записано для футбольных фанатов всей страны, чтобы стать хитом галерки. Неплохая идея для сборища тупиц». Ну а Queen своих слушателей тупицами не считали. И действительно специально написали эти песни в расчете на совместное исполнение с публикой. Сама идея родилась во время выступления группы в Бирмингеме. Когда музыканты ушли на время за кулисы, то услышали, как толпа неожиданно запела старый стадионный гимн группы Gerry and Pacemakers. Тогда Брайан Мэй и подумал, а почему бы им не сочинить такую песню, которую зал мог распевать вместе с ними. Причем не только распевать, но и аккомпанировать себе с помощью всех доступных средств, то есть рук и ног. Так на свет родилась знаменитая Помню, как еще школьниками мы отбивали ее ритм, делая 2 притопа по листовому железу и 1 прихлоп. Почти так же записывали эту песню и Квины. Только чечетку они отбивали, топая по доскам в какой-то старой церкви. Сперва рефрен песни звучал как «We will beat you», «Мы вам врежем». Но Фредди показалось, что это уж слишком, и заменил на «We will rock you». У нас его как только не переводят. Мы вас раскачаем, мы вас встряхнем, мы вам покажем и даже мы вас задавим. Ясно одно, речь идет о своей неимоверной мощи и крутизне. Другая песня «Гимн» про то, что мы чемпионы, была написана Фредди Меркьюри. Критики не сильно ошиблись. Писалась она действительно с мыслью о футболе, но в итоге повествовала о тернистой судьбе музыкантов, которые не сдаются и в итоге всех побеждают. Песня получилась настолько помпезной, что когда Фредди представил ее коллегам по группе, те дружно заржали, что не помешало We Are The Champions стать любимой песней спортивных болельщиков по всему миру. Действительно, как и в случае с We Will Rock You, она пелась вместе с залом, поэтому слово «мы» относилось ко всем поющим, а не только Queen.
Альбом 1978 года «Джаз». Открывается он песней про загадочного Мустафу Ибрагима. Кроме молений Аллаху и общих салам алейкумов, никакого осмысленного содержания песня не несла, зато восточный колорит просто бил по ушам. Но для сингла группа подготовила менее экзотические песни. На первую песню «Велосипедная гонка» Меркьюри вдохновили велосипедисты Тур де Франс, которых он увидел из окна отеля. Не знаю, что вдохновило Брайана Мэя на вторую песню этого сингла, но называлась она «Пышнозадые девицы». В итоге для съемок клипа «Велосипедная гонка» Квины решили совместить идеи обеих песен, собрать в одном месте девиц и, усадив их пышными пятыми точками на велосипеды, заставить кататься по стадиону Уимблдон, что 65 голых манекенщиц и сделали 17 сентября 1978 года. Однако с таким же успехом они могли быть одетыми. Неприятности начались сразу. Сначала фирма, давшая велосипеды на прокат, узнав об их использовании, заставила группу выкупить оскверненные велосипедные седла. Затем при монтаже началось редактирование, чтобы клип не был сильно уж вызывающим. Доредактировались до той степени, что ничего такого в той версии клипа из-за спецэффектов вообще было не видно. Тоже ждала и обложку сингла, где на мощный бэк велосипедистки сначала дорисовали трусики, а затем в США добавили еще и лифчик. Во всей красе голозадых наездниц можно было увидеть лишь на фото, которое вкладывалось в конверт альбома, но в США и этот вариант запретили. Но главное, что сингл благосклонно приняли слушатели, обеспечив ему 11 место в хит-параде. Ну а у фанов появился новый ритуал – тарахтеть во время исполнения песни велосипедными звонками. Лучшим альбомом коллектива Фредди считал сборник 80-го года. 10 лет назад я знал только 3 аккорда на гитаре, и сейчас я знаю те же 3 аккорда. Такими словами Фредди представил публике песню «Сумасшедшая штучка» под названием «Любовь». А что можно написать на 3 аккорда, как не песню в стиле доброго старого рокобили? Вдохновение Меркьюри черпал в творчестве своего кумира Элвиса Пресли, которому в далекой юности подражал, выкаблучиваясь перед зеркалом. Написана песня была в ванной буквально за 10 минут, что не помешало ей занять 2-е место в Британии и стать впервые номер 1 в США. Говорят, что эта песня так зацепила за живое Джона Леннона, что он решил вновь вернуться к творчеству после многолетнего перерыва. Кстати, это была первая песня в творчестве Queen, где Меркьюри собственноручно сыграл на гитаре. Продюсер Рейнольд Мак вспоминал, как Фредди буквально ворвался в студию и заявил, что надо срочно записать песню, пока Брайан Мэй сюда не добрался и не испортил своими соло святую простоту. Эксперименты со стилями продолжались. Теперь под раздачу попал исконно негритянский стиль соул. Именно в этом стиле написал свой первый крупный хит еще один участник группы Джон Дикон. Он был басистом, поэтому и основой в песне «Еще один лицом в пыли» стал блестящий запоминающийся басовый ход. Этим Дикон не ограничился. Он также сыграл на ритм-гитаре, на клавишных, которые прокрутили задом наперед, и даже на перкуссии. Черный стиль навел музыкантов группы и на соответствующую тематику. В песне повествовалось о бандитских уличных разборках.
Недаром песня стала первой песней группы, которую крутили негритянские радиостанции. Меркури вспоминал: когда был выпущен сингл, многие купили его и решили, что мы чернокожая группа. Потом они пришли на наши выступления и обнаружили, что мы все белые. Хотя на этой песне еще не звучал синтезатор, вскоре Queen обратят пристальное внимание к компьютерам и танцевальной музыке. Однако альбом 1982 года не пользуется большой популярностью у фанов группы. Громкий успех снискала только одна песня альбома, созданная в соавторстве с Дэвидом Боуи. Случилось так, что он заглянул в студию Queen, когда те записывались. В общем, компания была душевной, выпивание винца сменилось джемом, во время которого и родилась песня. Большую часть мелодии написал Меркури, а Дэвид Боуи придумал знаменитый басовый ход. Так как песню решили доделать, пока не спал задор, то ее запись превратилась в целую 24-часовую сессию. Кстати, Боуи считал, что песня вышла несколько сыроватой, но это, как обычно, не помешало синглу с песней взлететь на первое место британского хит-парада. В 1984 году пришло время и для большого хита Роджера Тейлора. На песню ударника Queen вдохновил его трехлетний сынишка Феликс, который бормотал смешную фразу «радио Пупу», по другой версии «радио Кака». Пуки и Каки Тейлор заменил на Гага, выражение, аналогичное нашему «агу-агу», также означающее слабоумие и впадение в детство. Впоследствии подобный псевдоним возьмет себе певица Леди Гага. Так ее прозвал продюсер за попытки подражать Фредди Меркури. В общем, Тейлор закрылся синтезатором в студии и написал настоящий ностальгический гимн эпохи радио, когда оно было не просто фоновым шумом, а главным распространителем музыки и источником информации. Вторая заметная песня с альбома 1984 года называлась «Я хочу вырваться на свободу». Она была написана басистом Диконом и музыкально представляла собой совсем уж откровенный поп. Зато клип на нее оказался чересчур оригинален даже для Queen. В нем музыканты решили облачиться в женские платья, пародируя героев телесериала «Coronation Street». Наиболее похожим на девушку получился Тейлор, одетый в костюм школьницы, а наиболее смешным – Меркури, который облачился в мини-юбку и парик, но при этом нарочно оставил свои пышные усы. В сочетании с патетичным текстом песни клип выглядел уморительно. Однако в США шутки не поняли. Это сейчас на американском экране геев и трансвеститов чуть ли не больше, чем людей с нормальной ориентацией. А тогда клип Queen сняли с ротацией MTV. Кстати, идею клипа предложил вполне гетеросексуальный Тейлор и ожидал, что воспримут ее не более чем историю тетушки Чарли из Бразилии. Зато песня неожиданно пришлась по вкусу афро-южноафриканцам. Песню даже избрал своим гимном Африканский конгресс, борющийся с апартеидом, что немного сгладило нападки на Queen за их выступление перед белыми расистами ЮАР в казино Сан-Сити. Альбом 1986 года вышел у Queen не то чтобы слабым, просто каким-то стандартным. Многие из вошедших в него композиций были специально написаны для знаменитого фэнтезийного блокбастера «Горец», повествующим о расе бессмертных героев. К фильму напрямую отсылает и одна из лучших песен альбома, горькая и драматичная «Кто хочет жить вечно».
написанная Брайаном Мэем после просмотра чернового монтажа горца. Серия европейских концертов поддержала выход альбома, собрав в залах около 1 миллиона человек. Впервые в Восточной Европе, а именно в Будапеште, западная рок-группа дала концерт. Такой популярности не было ни у одного коллектива со времен выступлений Битлз в 60-х годах. Но, к сожалению, Magic Tour был последними совместными гастролями Фредди Меркьюри, Джона Дикона, Брайана Мэя и Роджера Тейлора. В музыкальных кругах уже поползли слухи о смертельной болезни легендарного вокалиста. Но в 1987 году возникает один из самых необычных творческих тандемов в истории музыки. Тандем рок-вокалиста Фредди Меркьюри и оперной дивы Монсеррат Кабалье. То, что сам Меркьюри считал большой неожиданностью, для меня, как слушателя, выглядело вполне закономерно. Недаром же Фредди столько лет заигрывал с оперой. Казалось бы, сама судьба сводит этих двух людей. Меркьюри побывал на выступлении Кабалье еще в 1983 году и просто влюбился в ее голос. Во время гастролей по Испании он с восхищением отозвался о певице по испанскому ТВ. И в марте 1987 года его мечта сбылась. Они познакомились, и он подарил ей кассету со своими песнями. С другой стороны, где-то в это же время было решено, что следующей столицей Олимпиады станет Барселона, родной город Кабалье. По этому поводу мэр Барселоны предложил своей именитой землячке поучаствовать в создании гимна будущих Олимпийских игр. Монсеррат логично решила, что для этого во многом молодежного мероприятия было бы неуместно очередной раз петь чистую оперу. И тут брат певицы Карлос вспомнил о Фредди, по воспоминаниям Кабалье. Фредди приехал. Он принял меня в отеле, где остановился. В огромном салоне. Там стояли 3 рояля и большой современный пульт для записи музыки. Он спросил меня, что бы я хотела. Я говорю, не знаю, знаю только, что хочу не оперу. Это вы мне должны сказать, что сейчас модно. И удивительно, потому что никогда не думаешь, что поп-музыкант может быть таким музыкальным. Он садится за рояль и начинает импровизировать. Я тут, как всегда, влезла со своим оперным снобизмом. Удивленно спрашиваю, вы играете на рояле? А он на меня посмотрел, конечно, совершенно уничтожающим взглядом, и так по клавишам Шопена, как заиграл. Я остолбенела просто. Говорю, очень хорошо играете. Он засмеялся и говорил, я в юности серьезно изучал музыку, занимался и композицией, и роялем, и вокалом. Я спрашиваю, и какой же у вас был вокал? Я-то ведь слышала только, как он рок поет. Он говорит, баритон, и начинает мне петь гаммы. Я думаю, и действительно, у него баритон. Тогда спрашиваю, почему же вы не поете таким красивым баритоном? А он говорит, потому что мои поклонники тогда не придут на мои концерты. Никто не мог и подумать, что исполнение Барселоны станет последним публичным выступлением вокалиста Queen. Однако Фредди уже знал, что смертельно болен. Начались сольные работы участников Queen. Однако они вовсе не означали распада группы. Новый альбом 1989 года получился очень добротным и разнообразным. Начиная с этого момента группа решила делить все авторские права поровну и подписывала песни исключительно Queen. Тем не менее, по мощным гитарным звукам одной из самых энергичных песен альбома I Want It All легко можно догадаться, что написал ее никто иной, как Брайан Мэй. Ну а ключевой фразой песни стало любимое выражение его жены Аниты Добсон «Я хочу все и хочу это сейчас».
И хотя в песне видели призыв то к борьбе за права геев, то к борьбе против апартеида, текст ее говорил просто о борьбе за свои цели, о жизни в полную силу. Последний альбом Queen получился своеобразной ретроспективой всего их творчества. Последние клипы и внешний вид музыканта явственно выдавали настоящее положение. Клипы снимали в черно-белом варианте, чтобы не видеть обильного грима Меркури. Он уже был слаб, но никогда и ни на что не жаловался. К 1991 году он уже еле передвигался. К этому времени Меркури уже почти ничего не писал. Несмотря на то, что знаменитую «Show Must Go On» многие воспринимают как завещание Фредди, и текст, и музыку к песне написал Брайан Мэй. Но песня создавалась в непосредственном присутствии Меркури. На всякий случай Мэй записал демо песни со своим голосом, после чего сказал Фредди: «Я не знаю, сможешь ли ты ее спеть сейчас?» На что тот ответил: «Я все, смогу, дорогуша». Выпил водки и спел песню с первого дубля. Клип с этой песней делался уже без него, из нарезок старого видеоматериала. И несмотря на то, что фраза «шоу должно продолжаться» уже встречалась в других песнях, например, в одноименной песне из альбома Pink Floyd «Стена», отныне она будет ассоциироваться исключительно с Queen. Это блестящая музыка. Одним из лучших текстов группы и самый впечатляющий занавес пьесы Фредди Меркури в театре рок-музыки. 24 ноября 1991 года у группы Queen не стало одновременно и сердца, и голоса. Умер Меркури. Он завещал все доходы от переиздания «Богемной рапсодии» благотворительному фонду по борьбе со СПИДом. А через 5 месяцев музыканты организовали концерт памяти Фредди Меркури, в котором выступили его друзья и коллеги Джордж Майкл, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Лайза Минелли и другие знаменитости. Альбом Made in Heaven вышел в 1995 году и стал последним студийным творением группы Queen. Несколько лет выступления группы проходили с разными вокалистами. Запись песни No One But You состоялась в 1997 году и была последней совместной работой Джона Дикона с группой. На этом он закончил свою музыкальную карьеру. Он не видел смысла выступать без Фредди Меркури и поэтому покинул группу. Он даже не пришел на торжественную церемонию по случаю включения его группы в зал славы рок-н-ролла в 2001 году. Тем не менее, Роджер Тейлор и Брайан Мэй продолжили деятельность группы. 20 мая 2009 года на одном американском шоу Брайан Мэй и Роджер Тейлор, выступая с Крисом Алланом и вторым финалистом шоу Адамом Ламбертом с песней «Мы чемпионы». В феврале 12-го появляется объявление, что в июле Адам Ламберт выступит вместе с Queen. Выступление, правда, было отменено, но некоторое время спустя Роджер Тейлор объявил о грядущем выступлении Queen с Адамом Ламбертом в Москве. Позже были добавлены 2 концерта в Лондоне и 1 в Киеве. Также из-за мгновенной продажи билетов в Лондоне добавили 3-й концерт. В конце 2012 года союз Queen и Адама Ламберта назван лучшим живым выступлением 2012 года по версии сайта Geekwise. В результате многолетней совместной работы Адам Ламберт показал себя талантливым исполнителем и заслужил место постоянного вокалиста группы.
В 2018 году при сотрудничестве с Роджером Тейлором и Брайаном Мэем был снят фильм по истории формирования и развития группы Queen. Сюжет фильма затрагивает период с 70 по 85 годы, повествуя о жизни, творчестве и взаимоотношениях в группе, а также о личной жизни Фредди Меркьюри. Не стоит верить событиям фильма на 100%. Здесь есть некоторые исторические неточности, сделанные для зрелищности, урезки киноленты или еще по какой-либо причине. Но в целом в фильме отличный актерский состав, хорошо проработаны движения, внешний вид членов группы, их взаимодействие и окружение. На мой взгляд, фильм неплох и достоин просмотра. Группе Queen суждено было стать самым успешным британским рок-коллективом последней трети 20-го столетия. Об этом говорят раскупленные по всему миру более 300 миллионов копий альбомов и еще большее число тех, кто до сих пор с удовольствием слушает их песни, наслаждаясь неповторимым стилем и манерой исполнения.